Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов. И в этом видеоуроке мы поговорим, точнее даже не поговорим, а разберем код старого проекта, который я делал для себя в 2013 году. Это генератор игровых текстур. Э, Вы знаете, что многие игровые текстуры имеют авторские права, поэтому нужно либо их покупать, либо оставлять ссылочку на автора. И за счет этой программки для некоторых проектов я собирался генерировать просто случайные текстуры в программе и заодно разбирался, как работать с некоторыми графическими элементами, скажем так. В программе были реализованы и некоторые настройки, а также возможность сохранения сгенерированной текстуры в файл. Я, правда, не помню в каком формате, но это мы с вами сейчас тоже посмотрим. Но в целом видео готовилось сегодня выйти не это, а другое, но поскольку по определенным причинам я не успеваю выпустить одно из тех двух видео, которые параллельно готовятся, поэтому займемся вот таким вот разбором на лету одного из старых проектов. Итак, заходим в папочку с проектом, видим те файлики, которые здесь уже имеются, запускаем для начала сам .exe файл, мы посмотрим, как программа работает, и только после этого мы уже перейдем непосредственно в Delphi и начнем анализировать исходный код, который там есть. Запускаем проект, запускается вот такое вот окошечко. Сразу же мы видим, что есть только кнопочка «Закрыть», нет двух других кнопочек. Это для того, чтобы нельзя было менять размер нашего приложения. Вот здесь будет генерироваться сама текстура, а здесь есть кнопочки, которые, используя разные алгоритмы, которые мы с вами позже рассмотрим, будут генерировать изображение. Также у нас внизу есть возможность выставлять глубину цвета, выставлять размер. Картинки, по-моему, только квадратные я делал, чтобы генерировались. Ну, то есть это 258 на 258 пикселей теоретически. Также, если включить галочку «Цвет», можно выбирать, какой цвет будет браться основным для генерации текстуры. Ну и давайте для начала без настроек по умолчанию с вами покликаем. Вот одноцветная картинка. Ее смысл заключается в том, что выбирается любой цвет, и этого цвета просто генерируется картинка того размера, который вы здесь выберете. А давайте, кстати, попробуем с вами даже поменять размер, посмотрим, применяется ли это. Да, это применяется. Единственное, видите, не реализовал через графический буфер убирание прошлого фона, который был. Но это, в принципе, элементарно можно сделать. Не есть проблема. Вернем на предыдущий. И вот каждый раз, когда мы нажимаем, у нас цвет меняется, скажем так. Также у нас есть вариант генерировать какой-то ключевой цвет и его соседние оттенки. Получается вот что-то такое. В целом некоторые алгоритмы примерно похожие генерируют текстуры, но алгоритм там используется разный. Это мы с вами немножко позже тоже посмотрим. Вот предыдущая картинка, она, кстати, для, например, в какой-нибудь игре могла бы лаву какую-нибудь использовать. Это, например, для воды можно генерировать. Ну, вот такие текстуры, правда, не знаю. Здесь тоже можно какое-то количество раз потыкать, пока получится что-то. Это для, например, звездного неба в пиксельных играх можно использовать как вариант. Это различные полосы. Как если помните, по телевизору раньше были рамки, да, когда шли какие-то технические работы на телеканалах. Ну и разные варианты есть этих полос. Есть бледные полосы, то есть там не так ярко переходят цвета друг в друга. Ну и в принципе разбор этого кода прежде всего вам пригодится просто с тем, как можно работать с пикселями, генерировать какие-то картинки и так далее. Но в целом это все можно усложнить. Тут такие вытянутые довольно получаются линии, либо горизонтальные, либо вертикальные. Это тоже уже как там по алгоритму
сгенерируется. Это алгоритм, который использует два предыдущих алгоритма, поэтому тут другие погрешности. Ну и работа на контрасте, выбираются два цвета, и, по-моему, и на их основе что-то там генерируется. Ну и есть возможность сохранить, если мы нажмем кнопочку «Сохранить», то у нас с вами вот сохранился скрин 0. Мы можем его с вами открыть и посмотреть, что же там сгенерировалось. Либо можем сделать крупные значки, и вот мы видим, что вот эта картинка, которая у нас тут появилась. Потому что у меня много чего сейчас запущено, и долго пока откроет. Вот. Вот сама картиночка того размера, которого мы с вами сгенерировали. Теперь можем поработать над глубиной цвета, да. Ну, вот, например, нажмем, допустим, что у нас? Ну, например, пламя, да. И попробуем глубину цвета поставить побольше. То есть теоретически это должно все равно влиять. И основной цвет, например, возьмем синий, да. Нажимаем. Хотя, возможно, он не ко всем алгоритмам. Вот здесь он применяется, здесь тоже применяется синий, здесь тоже. То есть, да, видимо, цвет тоже у меня не на все алгоритмы там работал. Но опять же, по самому алгоритму мы потом посмотрим по каждой кнопочке, в каком алгоритме за основной берется цвет, который отсюда. Так, поехали. Открываем Delphi. Листаем с вами ниже. Есть у нас цвет типа T-Color. Кстати, вверху мы подключали какие-то дополнительные. Кстати, нет, никаких дополнительных библиотек не подключалось. Переменная цвет, она типа T-Color, то есть может хранить какие-то цвета, которые в обычном канвасе и при работе с графикой GDI имеются. Переменная I и J — это временные переменные. Переменная max — это тоже, можно сказать, ну это хотя не совсем временная переменная. Здесь, в общем, будет определяться максимальный либо цвет, либо размер. Там будем смотреть с вами, в общем, что-то максимальное. Размер, соответственно, это размер картинки, который у нас будет браться вот отсюда, теоретически, с этого комбо-бокса, выпадающего списка. Ну и в принципе, когда создадите новый проект, накидайте обычных кнопочек, задайте им имена, это через свойство caption делается, здесь можно напечатать. Кнопочка «Сохранить». Это у нас лейблы, которые тоже через caption подписываются. Ну, а это комбо-боксы, и если в них перейти в items, то здесь можно написать нужные вам варианты, которые оттуда могут потом выпадать. Num — это обозначает тоже определенные цифры, посмотрим потом по алгоритмам. RGB — это red — красный, green — зеленый и blue — синий цвета, то есть в каких, наверное, пропорциях они друг на друга будут влиять. Дальше New R — это новый красный цвет, новый зеленый цвет и новый синий цвет. Это для того, чтобы генерировать оттенки, смешивать цвета и так далее. Ну и очередные временные переменные N и V в данном случае. Так, буфер, кстати, здесь реализован все-таки графический буфер. Это картинка пустая, которая генерируется, ей задается определенный размер, и после этого на ней уже все рисуется. Ну, а очистку мы с вами тоже добавим, чтобы нормально генерировалось, а не так, как мы с вами. И процедура RGB Color, которая, собственно, будет генерировать нашу картинку или определенные цвета. Тоже посмотрим. Итак, форма 1, button 1, клик у нас есть.
Так, давайте сначала выберем форму. Я хочу посмотреть, у нас вот есть Form Create. Давайте сюда зайдем точнее. Здесь генерируется картинка. Ширина буфера создается 1024 на 1024. Ну, можно любой большой размер задать, но не больше того, который поддерживается вашей операционной системой и компьютером, да. Размер получается у нас из комбо-бокса 2 текста, переводится из текста в число. Num присваивается 0. Возможно, это количество проходов или что-то типа того. Тоже дальше с вами посмотрим. Ну, здесь, в принципе, больших претензий нет. Из того, что я сейчас могу по своему старому коду посмотреть, мне, конечно, не нравится то, как названы переменные, потому что, ну, для русскоязычного программиста это еще небольшой проблемой будет, разобраться можно. А вот для англоязычного понять, что такое «ты совет», вообще очень непонятно. Но поскольку проект писался для себя, и это было во времена университета или после университета, поэтому... Ну и ладно, скажем так. Так, button 1 это у нас что? Это вот эта одноцветная картинка. Нажимаем на нее и посмотрим, какой здесь есть алгоритм. В общем-то, нашему графическому буферу задается размер. То есть присваивается и ширине, и высоте то, что у нас хранится в переменной размер. Далее запускается генератор случайных чисел, в данном случае randomize. И проверяется, если чекбокс у нас не выбран, тогда цвету мы присваиваем случайные значения RGB. То есть случайный оттенок красного, зеленого и, соответственно, синего цвета. А если все-таки у нас чекбокс 1 checked true, то есть если он выбран, это мы с вами говорим про вот этот чекбокс, вот этот цвет, который у нас называется. Вот если он выбран, тогда мы смотрим, если комбо-бокс текст равен красный, тогда RGB такой-то, если зеленый такой-то, ну и в общем по каждому цвету вот то количество цветов, которое у меня здесь используется, да. На самом деле можно было поступить немножко иначе, сократить этот алгоритм и обращаться не на красный, синий, зеленый, то есть не на сам текст, который выбран в комбо-боксе, а на номер его элемента. Это бы очень сильно сократило, ну, по крайней мере, вот эту вот запись, и было бы проще читать. Далее в размер присваивается то, что хранится в комбо-боксе 2. Хотя на самом-то деле вот это надо отсюда убрать, и перед тем, как размер присваивать, вот здесь в самом верху надо смотреть. То есть сразу размер, чтобы новый применялся, так будет правильнее. Далее у нас здесь идет I и J временные переменные. В цикле пробегаем по всей нашей новой картинке, то есть графическому буферу. Кстати, перед тем, как что-то присваивать в буфер, ну, было бы прикольно этот буфер как-то очищать, что ли. Было бы неплохо. И, кстати, давайте заодно покажу вам, как очищается этот графический буфер. То есть делаем так. Буф, canvas, и на конве рисуем квадратик, rectangle. Ну, например, 0,0 и до его размера, да, то есть размер -1, потому что нумерация с нуля идет, и размер -1. Таким образом, у нас каким-то случайным цветом, какой там у нас будет выбран по умолчанию, таким его и зальет. Нам не важно, какой это будет цвет, потому что потом сверху все равно это будет заменено, скажем так. И это мы с вами скопируем, потому что это в будущем нам еще пригодится, я так чувствую, для других алгоритмов. После того, как у нас весь цвет присвоился каждому пикселю, здесь мы видим, что на буфере, на конве, на пикселях и там житом пикселе, то есть I — это координата x, j — координата y, присваивается какой-то цвет, t-color, который у нас сгенерировался выше. И это все дело присваивается потом готовая картинка, весь графический буфер нашей с вами форме.
Идем дальше. У нас идет вторая кнопочка, то есть другой алгоритм. Здесь точно так же присваивается размер графическому буферу. Хотя, опять же, этот размер изначально было бы неплохо получать. Кстати, чтобы не присваивать вот этот вот размер каждый раз, знаете, что мы можем сделать? Мы его убираем, кликаем по форме. Где у нас размер? Вот это. У него есть событие, да, он change, да, вот оно. И вот здесь пускай вот так вот присваивается. Даже давайте запустим и проверим, не будет ли у нас каких-то ошибок. То есть вот, когда мы что-то с вами выбираем, ошибочки не выпадают, значит все нормально. И тогда нам не надо будет каждый раз думать про то, размер у нас вовремя присвоился или нет. Это опять же повлияет на сокращение кода. Итак, дальше переходим в оттенки. Вот этот размер можно теперь закомментировать, потому что он у нас автоматически будет меняться, когда там что-то будет меняться. Вызывается дальше процедура RGB Color. Мы с вами чуть ниже тоже посмотрим, что она делает. Далее переменной max присваивается то, что хранится в ComboBox 1, а в ComboBox 1 это глубина. То есть max это у нас глубина. Ну, гораздо логичнее, наверное, было бы и назвать ее глубина или что-то в этом роде. Далее пробегаем в цикле по всему размеру нашей картинки в зависимости от размера. Переменной a присваивается случайное значение из того, что хранится в нашей глубине, минус глубина, деленная на 2. Далее новому значению красного цвета присваивается r плюс n. И если r меньше нуля, тогда присваивается 0. Если r больше, чем 255, присваивается 255. Эти две строки — это у нас перестраховка для того, чтобы не выйти за границы нашей картинки, а рисовать только на ней. Ну и то же самое происходит по 3 оставшимся цветам. Ну, это, я так понимаю, вот эти оттенки генерируются после того, как RGB Color у нас сгенерился. Сейчас мы тоже посмотрим, что это за процедура такая. Дальше цвету присваивается тот RGB, который хранится в New-R, New-G и New-B. Потом все это дело присваивается попиксельно на буфере. И только после этого у нас цвет присваивается пикселям и выводится на экран уже вне алгоритма, который у нас взят в цикл for. Так, ну и опять же у нас не очищается здесь картинка. Верно? Поэтому скопируем эту самую очистку таким вот образом. Поставим где-нибудь вверху. А теперь перейдем непосредственно к процедуре нашей RGB. Итак, вот наша процедура RGB Color. Смотрим, что здесь происходит. Если checkbox 1 checked false, это если не надо брать никакой цвет, тогда RGB, 3 цвета генерируются случайные. От 0 до 254, да? Далее, если все-таки там true, то здесь смотрим. Если красный, тогда R 255, G и B по нулям. Ну и так далее. То есть просто подбирается цвет на основе нужного нам. В целом алгоритм очень простенький, маленький. Ничего сложного здесь по нему нет. Ну, зато мы теперь понимаем, что именно здесь происходит. Далее кликаем на третий алгоритм. Он точно так же у нас берет размеры. Также было бы неплохо очистить буфер.
Будем везде теперь все это дело вставлять. Получение размера можно убрать, так как он у нас автоматически теперь будет получаться. И пробегаем по следующему алгоритму. Кстати, сам алгоритм мне даже... Я пока не вижу даже разницы, от чем он отличается. Или это я перешел туда же. Хотя нет, это button 3. Ну, то есть разницу... не, вижу разницу. Здесь только два цвета, да, перестраховка. Для третьего цвета просто в newbie присваивается B. Честно говоря, отличие маленькое в этой генерации, но тем не менее. Здесь то же самое, только присваивается G в new G, а остальные там идет подстраховочка. Следующий алгоритм то же самое по red, по красному цвету. Малоотличаемые алгоритмы. И, кстати, везде очистку ставим. Хотя вот эти вот повторяющиеся действия, да, и то, что здесь происходит, было бы правильнее вынести в отдельную процедуру, и чтобы эта процедура просто вызывалась. Это тоже сокращает очень сильно код. Ну, не буду сейчас это делать, но при желании этим можно было бы заняться. Потому что писать один и тот же код много раз, это неправильно. Это, конечно, будет работать, и из-за того, что эта программка небольшая, может быть, разница не очень сильно будет видна, но в больших проектах такая разница потом может сказываться. Так, здесь B уже начинает присваиваться N, это тоже, наверное, какая-то часть оттенка. Здесь уже два цвета присваиваются по умолчанию, а дальше уже генерируются новые оттеночки. Так, здесь я скопировал, да, скопировал. Идем дальше. Здесь тоже для двух цветов, но для других. В общем, вот этот вот первый столбик, это во многом очень и очень похожие алгоритмы идут. Далее у нас кнопочка сохранения картинки. Картинка у нас сохраняется в формате BMP, с которой по умолчанию удобно работать на графическом буфере формата tbitmap. Вот мы как раз и понимаем, за что у нас отвечает переменная num. Num у нас отвечает за количество уже сохраненных картинок. Когда у нас запускается программа num равно 0, и когда мы сохраняем какую-то картинку, она сохраняется screen и добавляет вот этот num. .bmp. Отлично. Вот как раз buff, save to file, то есть сохранить файл с именем screen, и добавляем из числа, переводим в строку то, что хранится в num, и добавляем .bmp, то есть наш формат. И после этого num увеличиваем на единицу. Либо можно было написать inc в скобочках num, точка с запятой. Идем дальше. Следующий алгоритм. Снова добавляем очистку. Вызывается процедура RGB. И вносятся поправки, в данном случае по большей части по красному цвету. И так далее, да. То есть, как по мне, алгоритмы здесь очень простенькие реализованы, очень похожие, с минимальными отличиями. Идем дальше. Здесь у нас тоже работа по двум цветам идет. R вообще закомментирован. Так, идем ниже. Что у нас здесь? Здесь у нас вычитания n идут. N у нас генерируется, получается, от -1, да? Да, получается от -1 до 1. То есть -1, 0 или 1 может быть. И потом, в зависимости от этого, немножечко идет искажение того или иного основного цвета.
Идем дальше. Здесь повторяется все то же самое, но здесь уже основная работа ведется только с синим цветом. Остальные цвета особо не трогаем, то есть они сгенерировались и все. То есть не используются их какие-то большие оттенки, да. Здесь точно так же, но другой цвет. Ну и следующий алгоритм, я так понимаю, будет тоже похожий, только там уже работа будет вестись с третьим цветом. Так, опускаемся ниже. То же самое получаются размеры. Делаем очистку. Здесь присваиваем RGB цвета в новые RGB значения. И потом от них тоже идут либо вычитания, либо остаются те же значения в случае, когда получается в N0, либо на единичку просто меняется, в плюс или в минус, да. Ну, пока я ни одного серьезного алгоритма здесь вообще не обнаружил. Вот, пожалуй, хоть какая-то формула, да, но и то очень простенькая по изменению цвета. Ну, что-то подобное мы видели в одном из первых тоже алгоритмов, там тоже была небольшая такая формулка. Но пока все очень-очень просто. Вводятся здесь как раз n и v переменные у нас, в которых первые формулы используются, потом то, что получается с этих формул, вводятся в другие простенькие формулы, и на основе этого уже дополнительные пиксели, там вносится работа с ними. Переходим к следующему алгоритму. Здесь то же самое, размеры указываются. Здесь похожий алгоритм, который мы с вами уже видели, когда генерируется на основе максимального значения какая-то цифра, потом от нее максимум половинный размер может отняться. V у нас просто рандомное значение, от 1 до 100 генерирует. Здесь берется абсолютное значение. Абсолютное значение обозначает, что отрицательного значения быть не может. Если по итогу получится отрицательное значение, минус будет все равно выкидываться, и будет все равно значение положительное, потому что здесь у нас идет вычитание, и могут быть случаи, когда будет отрицательное значение. У нас отрицательных цветов, отрицательных оттенков быть не может, потому что цвета идут, ну, в нашем случае от 0 до 255, то есть 256 цветов или оттенков, как вам будет удобней. Ну и это же самое происходит с 3 разными цветами. Далее, в зависимости от того, нажат или не нажат вот этот комбо-бокс, в зависимости от этого у нас присваивается активность или неактивность комбо-бокса, который находится возле этого чекбокса. Это тут, где основной цвет выбирается. Ну и, собственно, RGB мы с вами видели процедуру, как она работает. Тоже в целом ничего сложного, просто задаются оттенки для каждого цвета, чтобы получить какой-то цвет. То есть в случае с кремовым такие, в случае с небесным цветом такие и так далее. Но опять же, они на самом деле называются не совсем так. То есть это, видимо, для себя, то есть на что самому казался цвет похожим, так его и называл. Идем дальше. Здесь происходит примерно то же самое. Тоже похожие алгоритмы во многом. Здесь уже используется умножение некоторых значений на определенные цвета. Используется деление. Div — это деление без остатка. Если мы получаем какое-то вещественное число, то есть десятыми, там, сотыми, тысячными и так далее, это все откидывается, и остается только целая его часть, с которой мы продолжаем работать. Ну и дальше идет подстраховка по каждому цвету, чтобы оно не вышло за необходимые границы. Так, и смотрим ниже. Начало, в общем-то, похоже везде.
n тоже во всех последних алгоритмах у нас генерируется одинаково. Так, здесь мы смотрим, если n получается 0, мы его делаем единичкой, то есть у нас здесь с единички, да, идет. v у нас тоже с единицы до 100 генерируется. Используется абсолютное значение, в котором от r отнимается new r и делится все это дело на n. При генерации тех или иных цветов здесь можно очень разные использовать алгоритмы, вплоть до синусов, косинусов, тангенсов, котангенсов, каких-то замудренных длинных формул там с умножениями, делениями, скобочками и так далее. И можно тоже достигать довольно интересных вариантов по генерации той или иной текстуры. То есть как раз ну вот детям, пожалуй, поработать с такими и новичкам алгоритмами тоже было бы интересно, я думаю. И получить какие-то прикольные эффекты. Ну и тоже подстраховочка, чтобы цвета не выходили за те или иные размеры. Так, ну здесь тоже вот поменялся основной алгоритм по получению new R, new G и new B. В остальном все осталось точно так же. Ну, то есть у нас в основном вот new R, new G, new B — это основные формулы там указываются, по которым и идут отличия между тем или иным алгоритмом. Так, ну и здесь вот тоже, собственно, алгоритм еще немножечко поменялся. Снова деление, умножение, вычитание идут по работе с тремя цветами. И идем еще ниже, и вот тоже следующий алгоритм. И здесь у нас уже вводится даже G. А G у нас это просто получается G это зеленый цвет, R красный, то есть делится тот или иной оттенок на основной цвет, да? Ну, получается, что так. Так, сохраняем все это дело, компилируем на F9. Так, и нажимаем, например, какой-нибудь алгоритм вот такой. Попробуем поменять размер на меньший. Так, это мы нажимали где-то вот здесь, да, оттенки или... Так, задний фон не стирается, это потому что у нас он стирается, когда уже изменился размер. Это значит, что вот эти вот алгоритмы, где они у нас тут начинаются, до изменения размера нам надо все зарисовать. Ну и раз уж мы так зарисовываем, давайте с вами тогда... Или все-таки вынесем, может быть, в процедуру все это? Я вот думаю. Так, на буфере, на конве, brush, то есть заливка, color, то есть цвет заливки. Поставим CL White, например, да? То есть белым цветом. Так, рандомайз и все остальное вот это вот. Давайте хотя бы вот это уберем, сделаем отдельную процедуру. Назовем как-нибудь, не знаю, init, допустим. Просто будет init. Begin end. И нам с вами достаточно будет просто этот init каждый раз вызывать в нужных местах. Раз. Идем дальше. 2.
Ну и так вставляем в каждом новом месте. Вплоть до рандомайза. Ну и там, где находим размеры тоже убираем, потому что у нас они автоматически должны применяться теперь. То есть это будет двойная работа, если мы размеры не будем убирать. То есть будет просто повторяться, 2 раза делаться одно и то же. А это, как вы понимаете, просто бессмысленно. Стоп, а зачем мне процедуры? Там надо будет не процедуры, а просто init. Слово процедура уже будет не нужна. Убираем все это дело. Довольно много успели пройти. Так, ну а здесь начнем снизу, чтобы не пробегать по тем же самым. До размера все убираем. Точно таким же образом остальные повторяющиеся моменты тоже можно выносить в процедуру. Как раз вам будет наглядный пример, как это делается. Порядок по оформлению кода не буду здесь наводить, потому что этот проект, в принципе, не думаю, что где-то мне сильно пригодится, поскольку сейчас уже есть много различных сайтов с бесплатной графикой, на которых лицензия Creative Commons 0 или Public Domain, то есть где не нужно ни автора указывать, не платить за что-то, а просто берете и используете. Видео с такими сайтами у меня на канале уже есть. Так, сохраняем. Еще раз компилируем на F9. Так, нажимаем одноцветное, меняем цвет. Так, и то же самое у нас, да? Давайте посмотрим, что тут в одноцветное у нас происходит. Инициализация есть. Размеры вроде как есть. Buff Canvas. В процедуре инициализации что у нас здесь происходит? Новые размеры не применяются. Они уже идут после того, как у нас идет прорисовка. А, у нас же буфер полностью меняется, да? То есть нам... Смотрите, в чем ошибка. На буфере-то мы все рисуем, но потом этот буфер меняется, и только после изменения он рисуется на форму, поэтому мы не видим самого изменения. То есть нам здесь надо еще прописать form1, canvas, draw, чтобы мы увидели, что это все поменялось. И начиная с координат 0,0 мы рисуем буфер. И сейчас все это дело применится у нас ко всем кнопочкам. Еще раз рисуем какой-то цвет. Вот он. Меняем размер на 32, например. Так, и все равно осталось. Все равно осталось. Смотрим дальше. Хорошо, сейчас поищем эту ошибочку. Ну, давайте так. У нас... Давайте укажем не только цвет заливки белый, но и цвет бордюров, чтобы у нас... Особенно это не было видно на маленьких картинках.
Здесь не brush color, а pen color. Это первый момент. А второе, это вот здесь на изменение размера, у нас же там размер меняется, из-за чего он применяется раньше, чем вот здесь происходит прорисовка, это нехорошо. Здесь мы вызовем init в комбо-боксе перед тем, как новый размер поменяется. Нажимаем F9. Нажимаем одноцветная картинка, вот она. Далее меняем на 32. Видите, у нас уже все покрасилось, и новая картинка уже не будет рисоваться поверх старой. То есть у нас все успевает зарисоваться каким-то фоновым цветом, ну, в данном случае белым. Теперь, какой бы размер мы ни ставили, у нас автоматически все сначала будет стираться. Ну, это как один из вариантов. Можно сделать, чтобы стирание тоже шло не сразу автоматически, а позже, чтобы картинка сама оставалась. Тогда нам с вот этого цвета тоже надо будет убрать, просто изменение размера тогда перенести вот эту вот строку, убрать отсюда, init тоже убрать отсюда, перейти в нашу процедуру init и вот здесь эту строку вставить по изменению размера. Вот в этом месте, перед тем, как эти размеры применяются к буферу по итогу. То есть можно сделать так, это уже как вам удобнее. Ну, смотрите, если данный алгоритм, ну, даже не алгоритм, сами алгоритмы здесь не представляют особой ценности, скорее знакомство просто с графикой, как работать с изменением цвета пикселя может пригодиться новичкам, плюс с тем, как генерировать пустые картинки, а потом, чтобы их можно было сохранять. То есть в таком роде. Причем здесь обратите внимание, что сохранение идет без использования каких-то диалогов, там save диалог и так далее. То есть оно просто автоматически сохраняется в папочку. Причем мы не указываем путь, куда сохранять. Когда мы путь не указываем, оно сохраняется туда, где лежит наш .exe файл. Ну, то есть тоже может быть кому-то удобно. Ну, а как работать, чтобы сохраняло по конкретному пути, и как работать с путями, вы можете посмотреть в других видео на этом канале, там тоже ничего сложного нет. Например, это можно посмотреть видео по сохранению игры. То есть там тоже есть такой простенький алгоритм, как сохранять текущую игру, вне зависимости от того, какая у вас игра. Ну, то есть, чем сложнее игра, тем больше будет данных, но, тем не менее, там как раз, по-моему, диалоги использовались для того, чтобы и имена задавать и так далее. Ну, в общем, кому интересно, я рад. Возможно, это поможет. Если нет, то есть другие видео, которые более полезны на данном канале, чем данное видео. У меня на этом все. Если видео понравилось, ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, пальцы вниз. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии и ставьте ваши пальцы вверх. Встретимся с вами в следующих видео. Ну и если есть желание финансово поддержать развитие канала в это непростое время, реквизиты есть в описании под видео. Рад почитать ваши комментарии. Также добавляйтесь в группу в Дискорде, либо в Телеграме, и можете там тоже задавать свои вопросы. По мере возможности стараюсь на них отвечать. Если меня не будет в сети, то, я думаю, ответят наши другие подписчики и помогут вам в этом деле. Все, всем пока-пока.